Добрый день, друзья! Сегодня готовим безумно вкусный кулич краффин. А чтобы аромат и вкус его были волшебными, в тесто обязательно добавляем цедру апельсина и лимона. Снимаем цедру при помощи мелкой терки и только ярко-желтую и ярко-оранжевую часть, белую не трем. Ну а теперь займемся приготовлением теста. Приготовим опару. Для этого в теплое молоко добавляем чайную ложку сахара и 7 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем венчиком, накрываем пищевой пленкой и даем постоять 10-15 минут в теплом месте. А в это время в большую миску вбиваем 1 яйцо и 2 желтка. Всыпаем 100 грамм сахара, пакетик ванилина, щепотку соли и теперь взбиваем все до пышности. По времени это занимает не больше 2 минут. Далее в яичную массу вливаем 50 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также добавляем цедру апельсина и лимона. Перемешиваем на низких оборотах миксера. Теперь в тесто вливаем готовую опару. Посмотрите, как хорошо активировались дрожжи. Лопаткой счищаем со стенок миски остатки теста и соединяем аккуратными движениями опару с яичной массой. Теперь всыпаем 350 грамм просеянной муки и замешиваем тесто. Сегодня я делаю это руками, но можно использовать и планетарный миксер. На первый взгляд вам покажется, что муки в тесте очень мало. Это совершенно не так. Тесто таким и должно быть. Муки больше не подсыпайте. Оно получается очень-очень мягкое и немного может прилипать к рукам. Задай интересующий тебя вопрос мне в комментариях. Я обязательно отвечу. Миску и тесто смазываем растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на час-полтора для увеличения в объеме в 2 раза. Я ставлю тесто в слегка разогретую духовку, максимум до 40 градусов. Дверцу закрываю. Таким образом тесто подходит в разы быстрее. У меня тесто подходило час и 15 минут. Теперь оно готово к работе. Посмотрите, как хорошо оно поднялось. Стол слегка присыпаем мукой, выкладываем тесто и разделяем его на 2 равные части. Одну часть пока кладем в пакет, чтобы не заветривалось, а вторую тонко раскатываем в прямоугольник. Тесто к скалке не прилипает, поэтому лишний раз мукой не присыпайте. Оно очень хорошо и быстро раскатывается, нежное, эластичное и очень ароматное. Приблизительно вот такой толщины должно быть раскатанное тесто. Далее смазываем его размягченным сливочным маслом. Весь список ингредиентов и точное их количество я, как обычно, укажу в конце видео и в описании к видео. А теперь самое интересное и вкусное – это начинка. В начинку можно класть любые цукаты, сухофрукты и орехи, которые вам нравятся. Я кладу сушеную клюкву, вяленую вишню, цукаты, при этом у меня здесь ассорти, и еще равномерно распределяю миндальные лепестки. Теперь туго скручиваем тесто в рулон. Защипываем с 2 сторон края. И теперь рулетик разрезаем вдоль, не прорезая до конца 2 см. Сворачиваем одну часть рулета улиткой, так чтобы разрез был снаружи, а затем продолжаем скручивать таким же образом и вторую часть. Получается очень-очень красиво. Выпекать куличи я буду в бумажных формах. Диаметр моих форм 11 см. Также подойдут на 12 либо 13. Если будете выпекать куличи в железных формах, то бока простелите либо пергаментной бумагой, либо смажьте формы растительным маслом.
Аккуратно перенесли мы краффины в формы, теперь накрываем их тонким полотенцем и даем постоять в теплом месте 30-40 минут. После того, как куличи поднялись, разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем их 25-35 минут. Обычно через 20 минут я прикрываю куличи сверху фольгой, чтобы они не сильно подрумянились, и даю им еще 10-15 минут допечься. Мои краффины готовы, достаю их из духовки и даю полностью остыть прямо в форме. Если вы выпекали в железных формах, тоже не достаем их, даем полностью остыть. Посмотрите, какая красота получается. А перед подачей на стол я вытаскиваю краффины из форм и присыпаю сверху сахарной пудрой. Я считаю, что они вполне самодостаточны, очень красивые и необычны внешне, и обмазывать их глазурью не нужно. И давайте посмотрим, как куличи выглядят внутри. Множество изгибов, слоев, а сколько начинки. Вкус и аромат просто восхитительный. Если вы еще не пробовали такие куличи, вы многое потеряли. Пасхальный кулич-краффин вам точно понравится. А текстовый вариант данного рецепта вы, как обычно, можете почитать на моем канале Яндекс.Дзен. Ссылку оставлю в описании к видео. С наступающими вас праздниками! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».